Жизнь Софии резко изменилась после того, как она родила тройню темнокожих детей. Ее муж Лукас не хотел иметь с ней ничего общего и выгнал ее из дома. Однако 10 лет спустя произошло нечто шокирующее. Сотрудники больницы, не занятые своими обязанностями, собрались у входа, чтобы понаблюдать за суматохой. Мужчина по имени Лукас то и дело выгружал сумки из своей машины и бросал их у ворот, явно рассерженный. Сотрудники службы безопасности осторожно подошли к нему и попросили остановиться, но он вел себя так, словно их не было видно. Они пытались заговорить с ним, но он не слушал. Когда им, наконец, пришлось его удерживать, он дико размахнулся и ударил одного из них, прежде чем они повалили его на землю. После того, как Лукаса утихомирили, он рассказал леденящую душу историю. Он утверждал, что его жена София изменила ему и пыталась свалить на него беременность от другого мужчины. Оба они были белыми, поэтому ей не имело смысла рожать чернокожих тройняшек. Он кричал, что покончил с этим браком. Сумки принадлежали Софии, и поскольку он не мог отвезти их все в больницу, ей придется забрать их самой. Его не волновало, что она только что родила. Он знал только, что она причинила ему глубокую боль. Когда охрана отпустила Лукаса, он направился в палату к Софии. У Софии все еще болели руки после родов, и она не могла свободно передвигаться. Новорожденные дети плакали вокруг нее, и она смотрела на них бесстрастно. Лукас велел ей никогда не возвращаться в его дом и вернуться к чернокожему мужчине, с которым у нее был роман, чтобы он растил тройняшек. София уставилась на него, не веря своим ушам. Она не могла поверить, что он ее выгоняет. Она знала, что рождение 3 чернокожих младенцев было загадкой, поскольку они были белой парой. Ранее Лукас был в родильном зале, но выбежал оттуда, как только появились на свет дети, и увидел, что они черные. София предполагала, что они все обсудят, когда он вернется. Она понятия не имела, что он зашел только за ее вещами. Она умоляла его не бросать ее вот так, потому что ей некуда было идти. Как кормящей матери, заботиться о детях без его поддержки было бы эмоционально и физически изнурительно. Но Лукас прикрикнул на нее, чтобы она замолчала. Пусть она и дети сгниют в аду, ему все равно. Лукас бросил на Софию последний дьявольский взгляд, прежде чем выбежать из палаты. В тот день она едва могла ясно мыслить. Она звонила Лукасу много раз, но он отказывался брать трубку. Она отправляла ему сообщения, но все они оставались без ответа. Казалось, он полностью вычеркнул ее из своей жизни. И поскольку она застряла в больнице, она мало что могла сделать. Кормление детей и забота о них были единственными вещами, которые отвлекали ее от проблем. Однако, когда она посмотрела на них и увидела их темную кожу, она снова начала задаваться вопросом, что же произошло. Ее брак распался из-за цвета кожи ее детей. Она знала, что если не разгадает тайну, все будет только хуже. Не имея другого выбора, она обратилась за помощью к своей матери Элизабет. Как и ожидалось, пожилая женщина прибежала на помощь. Элизабет не могла понять, как такой радостный момент мог превратиться в нечто, способное разрушить брак. Однако она решила не задавать вопросов, потому что знала, что Софии приходится нелегко. Первым делом она должна была убедиться, что обо всех вещах Софии позаботились должным образом. Она погрузила их в свой автомобиль и отвезла к себе домой. Позже она вернулась в больницу, чтобы оказать помощь Софии. Рождение одного ребенка само по себе было стрессом, но рождение 3 – это было невыносимо. Элизабет знала, что у Софии и так дел по горло, а из-за всех проблем с Лукасом София была не в том настроении, чтобы справляться совсем самостоятельно. Поэтому она решила быть рядом с ней. Она следила за тем, чтобы София ела в нужное время и кормила грудью малышей, когда они были голодны. Когда София чувствовала усталость и ложилась спать, Элизабет следила за тем, чтобы тройняшки либо спали, либо не шумели. Софии все еще было трудно перенести те первые адские дни. Потеря Лукаса была тяжелой,
и она все время плакала. Считалось, что рождение ребенка – это одно из самых радостных событий для пары. Она не понимала, почему, когда подошла ее очередь, это привело к разрушению ее брака. Она не могла трезво мыслить. Она даже не могла нормально кормить грудью тройняшек, потому что ее психическое здоровье было в упадке. Она была настолько подавлена, что это начало сказываться на ее здоровье. В ту ночь у нее поднялась температура. К счастью, врач немедленно оказал ей помощь, и на следующее утро она снова была в отличной форме. Несмотря на то, что сделал Лукас, она все еще верила, что сможет завоевать его сердце. Она была уверена, что как только узнает правду, он вернется к ней. Пока что он действовал только на эмоциях. Она была уверена, что он все еще любит ее. К сожалению, через несколько дней она узнала правду о его чувствах. Когда она меняла подгузники одному из тройняшек, ее телефон издал звуковой сигнал с сообщением из банка. Общий счет, который она вела с Лукасом, был полностью закрыт. Когда она увидела сообщение, то чуть не лишилась рассудка. Это были ее сбережения. Именно она положила большую часть денег на счет. Лукас редко вносил свой вклад, а если и вносил, то всегда скудный. Она всегда считала, что у нее больше прав распоряжаться этими деньгами. Она никак не ожидала, что он их украдет. Именно тогда она поняла, что Лукас хочет ее разорить, и это становилось невыносимым. Он выгнал ее из дома. Он знал, что ей нужны были эти деньги, но все равно взял их. Это означало, что ему было все равно, что с ней случится. В тот момент ей тоже стало все равно. Все, что имело значение, это благополучие ее детей. Она больше не пыталась привлечь Лукаса на свою сторону. Она позвонила в полицию и сообщила о краже. Она бы также позвонила в банк, чтобы заморозить общий счет, но было уже слишком поздно, потому что все до последнего пенни было списано. Полиция начала расследование, но быстро поняла, что это будет нелегко. Лукас сбежал из штата в тот же день, когда украл деньги. Он скрылся, так что найти его и вернуть украденные деньги стало невозможно. Этот период был одним из самых мрачных для Софии. Она всегда была мрачна, когда думала о своем следующем шаге. Как бы долго и упорно она ни размышляла, никаких решений, казалось, не приходило. Трудно было поверить, что ее жизнь, которая еще неделю назад была идеальной, перевернулась с ног на голову. Она просто не знала, как жить дальше. К счастью, на помощь пришла ее мать. Элизабет забрала ее из больницы. К тому времени София полностью выздоровела и была готова к отъезду. Элизабет погасила все непогашенные долги, и они все вместе переехали в квартиру Элизабет на окраине города. Все случившееся стало для Софии серьезной неудачей, но она не позволила этому так сильно ее расстроить. Она была полна решимости обеспечить хорошую жизнь своим детям и матери, поэтому почти сразу же начала искать работу. К счастью, вскоре она нашла ее. Хотя за это платили не так уж много, для начала этого было достаточно. София усердно работала, а когда тройняшки подросли настолько, что начали ходить в школу, она начала работать в 2-3 смены, чтобы деньги не были проблемой. Они нашли баланс в своей жизни и добились успеха. Но, как и все хорошее, это не могло длиться вечно. Когда тройняшкам было по 5 лет, ряд событий перевернул их жизнь с ног на голову. В доме стали появляться странные и жуткие записки, всегда с одним и тем же подтекстом. В записках мать обвинялась в измене и обещала причинить ей страдания. Часто в записках содержались графические описания того, как она будет расплачиваться. Это было ужасно, потому что, как бы София ни старалась, она не могла их остановить. Каждые несколько дней появлялась новая странная записка. Сначала они приходили по почте, но позже она начала находить их в доме. Всякий раз, возвращаясь с работы, она чувствовала, что кто-то рылся в ее доме, и, конечно же, под подушкой у нее лежала записка. Это сильно напугало ее, так как она знала, что это был Лукас. Ему удавалось прятаться все это время, и теперь он вышел, чтобы просто помучить ее. Она не позволила ему получить такое удовольствие,
поэтому сообщила обо всем в полицию. Она рассказала им о записках, о том, что каждая из них становилась все более угрожающей, и о том, как она боялась за свою жизнь. К сожалению, они мало что могли сделать. Как бы они ни старались, им не удалось найти Лукаса. Он все еще бегал кругами вокруг копов, как и 5 лет назад. Для Софии это не предвещало ничего хорошего. Она сменила все замки в доме своей матери и установила сигнализацию, чтобы любая попытка взлома немедленно вызвала полицию и соседей. Она пыталась вернуться к своей прежней жизни, несмотря на беспокойство о Лукасе. Она готовилась к повышению по службе, которое значительно улучшило бы их уровень жизни. Пока ее мать заботилась о детях, она сосредоточилась на подготовке к собеседованию по продвижению по службе. Когда это наконец произошло, она показала отличные результаты и получила повышение. Это был отличный повод для празднования. Наконец, у нее были замечательные новости, потому что она знала, что все финансовые проблемы вот-вот закончатся. В тот день София пошла забирать тройняшек из школы, и один из них передал ей записку. Как только она увидела записку, у нее кровь застыла в жилах. Это была та самая записка, которой Лукас угрожал ей. Она схватила записку и прочитала ее. Это было то же самое, но в нем также говорилось, что как бы она ни старалась, он всегда сможет напугать ее. София спросила их, как они получили записку, и они ответили, что ее передал им незнакомый мужчина. Мужчина сказал, чтобы они передавали это только ей. Она слушала, и слезы жгли ей глаза. Она никак не ожидала, что Лукас так близко подойдет к детям. Это было уже слишком, и она снова позвонила в полицию. На этот раз они решили проследить за ее домом, чтобы убедиться, что все в порядке. Они также провели обыск, чтобы убедиться, что поблизости нет следов Лукаса. Они ничего не смогли найти, но позаботились о том, чтобы в течение следующих нескольких дней следить за ее домом, чтобы он не приближался. Она безутешно рыдала. Она кричала в небо и 1000 раз вздыхала, удивляясь, как человек, который когда-то любил ее, мог причинить ей такую боль. И вот, чтобы прекратить дальнейшие угрозы своим детям, она решила, что пришло время переехать в другой город. Переезд дался ей нелегко. Ей пришлось уволиться сразу после того, как она получила лучшее повышение в жизни. Это было так несправедливо, но она ничего не могла с этим поделать. Ее дети тоже не хотели уходить. Им была невыносима мысль о том, что они оставят свою школу и друзей. Им нравилась их жизнь там. Однако София сказала им, что пока все не уладится, они не могут там оставаться. Их жизни и благополучие были для нее важнее. И теперь, когда она знала, что Лукас пойдет на все, чтобы заполучить ее, ей нужно было уехать туда, где он никогда ее не найдет. В конце концов, они переехали в другой город. Им с Элизабет удалось начать там свою жизнь. Она перевела тройняшек в новую школу и сумела найти достойную работу, которая соответствовала их потребностям. Постепенно они сделали этот город своим домом, и вскоре все, что касалось Лукаса и его неприятных сообщений, осталось в прошлом. Все, чего она хотела сейчас, это просто жить дальше. И именно это они и сделали. Когда детям исполнилось по 10 лет, София решила устроить для них вечеринку. Это был знаменательный период, потому что ей тоже хотелось отпраздновать. Их день рождения также стал свидетельством того, что она сохранила все в целости, несмотря на то, что много лет назад у нее все пошло наперекосяк. Однако во время празднования дня рождения дверь распахнулась, и вошел Лукас, выглядевший усталым. София была потрясена до глубины души, когда посмотрела на него. Он выглядел изможденным, как будто его грехи наконец настигли его и нанесли ему серьезный удар. Когда он увидел ее, то сразу же начал умолять о прощении. Он сказал ей, что сожалеет и готов принять тройняшек как своих детей. Это было настолько неожиданно, что на мгновение она подумала, что над ней подшучивают. Однако серьезное выражение лица Лукаса подсказало ей, что он не шутит. Она спросила его, что внезапно заставило его передумать,
И он рассказал ей леденящую душу историю. Он всегда знал, что тройняшки – его дети. После того, как его мать узнала, что дети чернокожие, она отвела его в сторонку и рассказала о том, как изменила его отцу с чернокожим мужчиной. Это был роман, который привел к беременности. Сначала она боялась, что рождение ребенка раскроет их роман. Но когда Лукас появился на свет, он выглядел белым, и никто бы не догадался, что он еще и черный. Чтобы сохранить лицо, она решила унести эту тайну с собой в могилу. Но когда она узнала, что этот же секрет разрушает брак Лукаса, она все ему рассказала. К сожалению, Лукасу было все равно. Тот факт, что дети унаследовали от него свою темную кожу, был прекрасной возможностью порвать с Софией, не навлекая на себя подозрений. Именно по этой причине он был непреклонен во всем, что она говорила, и отказывался слушать. Он порвал с Софией, украл ее деньги и ушел жить к своей девушке. Однако это оказалось большой ошибкой, потому что девушка была с ним только из-за денег, а как только они закончились, она безжалостно бросила его и пошла дальше. Именно тогда он понял, каким сокровищем была София и каким глупцом он был, что позволил ей уйти. Он разыскал ее в доме ее матери, но был потрясен, обнаружив, что у нее все хорошо. Это только разозлило его, и он начал посылать все эти неприятные сообщения из ревности. Позже ему удалось разыскать их в новом городе, когда он отправился к Элизабет на прежнее место и поспрашивал там. Закончив, он умолял ее простить его. Он сказал, что тогда вел себя глупо, но теперь понял, что это не так, и готов принять своих детей. Но она отказала ему. Он признался ей, что разлюбил ее и встречался с девушкой, с которой познакомился на работе. Она напомнила ему о том, как он выгнал ее, когда она еще кормила грудью тройняшек. Она рассказала ему о том, как он отказался дать ей шанс, когда она умоляла об этом, и о том, как он запугал ее своими записками, которые вынудили ее переехать. Затем она сказала, что ничто не заставит ее принять его обратно. Он этого совсем не заслуживал. Он ушел от нее в подавленном состоянии, и она сразу же позвонила в полицию, которой удалось найти его и арестовать. Теперь, когда он был под замком, она могла вздохнуть спокойно и продолжала работать над тем, чтобы обеспечить хорошую жизнь себе и своим детям. Она знала, что скоро расскажет им о Лукасе, но верила, что время для всего этого еще придет, а пока она была готова наслаждаться своими детьми, насколько это было в ее силах.